Да, мы изменили имя, но для более чем миллиона клиентов Т-Банк Бизнеса самое важное осталось неизменным – надежная работа наших сервисов. Т-Банк Бизнес. И дело делается. Когда я узнал новость, что YouTube у нас все, я тогда прям вообще ночью не спал. Мы, кажется, нашли тебе работу. Чё ты, Павлович, немножко намеки понимаю. Недавно мне пришла фотка одна на телефон. И я, честно говоря, от фотки вот вообще не обрадовался. Многие люди писали, что ты поехала с вещами, и это, мол, ты поехала не устраиваться на работу, а что-то еще. Скажи просто, это так? Всем привет! Мы появляемся к вам с новым выпуском от канала «Слово пацана». Меня зовут Рома, за камерой, как всегда, Дима. И у нас сегодня история про девочку по имени Кристину. Знаете, на улице, когда подходят, бывает такое, узнают, и первый вопрос, который задают: ну как там Кристина, что с ней, как у нее дела? Вот, Кристина рядом со мной. Привет. Мы сейчас приехали. Для чего мы приехали, Кристина? Не знаешь? Ну, так у нас еще не умею читать. Да, так у нас часто строится, и в этом, наверное, сок. Нам не хотелось тебе заранее ничего говорить, но давай немножко вспомним твою историю. Когда мы с тобой только познакомились, встретились, мы были в большей степени поражены условиями, в которых ты жила. Привет. Нам тут... Только проснулась. Ну, это совсем временка прямо у тебя, да? Ну да. А тут пленка, все. Да, пленка. И пластом таким заделано. Сейчас все иначе, да? Сейчас меняется все. Ты живешь уже в комфортных, хороших условиях, тем более летом там вообще в доме, на природе, кайф. Но есть один момент. Некой самостоятельности такой, да, у тебя еще независимости даже, я бы так сказал, у тебя нет. Ну, бывает такое. Ну, не отрицаю. Питаешься ты, живешь свою жизнь пока что с нашей некой поддержкой. Ну да. И история с работой у тебя не вышла, не получилось. Ничего страшного, такое бывает. Мы решили здесь немножко вклиниться, вступить сюда. И, возможно, сейчас очень сильный такой, серьезный, может быть, поворотный момент в твоей истории. Я смотрю, ты уже немножко напряглась чуть-чуть. Мы, к слову, уже думали о каких-то вариантах для Кристины, каких-то профессиях. И даже когда маникюр тебе делали, мы спросили, а как тебе маникюр вообще, нравится ли делать? Мы думали, что Кристина скажет, да, прикольно. Кристина сказала, нет. И мы не стали идти в этом направлении дальше. Здесь мы не стали заранее ничего спрашивать, но мы, кажется, нашли тебе работу и хотим тебе прямо сейчас ее, так скажем, представить. Но сразу скажу, ты не против того, чтобы начать работать буквально с сегодняшнего дня? Ну, если все понравится. Что надо сначала посмотреть, вот. А так я не против. Чё ты, Павлович, немножко намеки понимаю. Что скажешь? Что понимаешь? Ателье? Да. Ты видишь вывеску уже. Да. Называется оно «Быкадо». Довольно странное название, как кажется, но на самом деле в этом названии скрывается, оказывается, как я уже узнал, 3 слова. Быстро, качественно, доступно. Хотел сказать дорого, да, но в данном случае доступно. Здравствуйте, я здесь впервые нахожусь. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Надо познакомиться сразу. Это Анна. Анна владелица всего заведения с большим количеством вот этих вот всяких тканей и всего прочего. И мы Кристине только что сказали, что мы вообще, Кристина идет насчет работы. Сюрприз. Только что, да. Мы не стали тебе говорить до этого ничего. Честно сказать, боялись немножко тебя испугать, что ты, может, себе что-то там напридумывала, надумывала. Ну, мало ли. Много чего придумала. Я боюсь, честно. Но место, куда ты попала, это ателье. И это немножко нестандартное ателье, необычное. Оно отличается тем, что здесь, как я для себя понял, вы беретесь за совершенно разную работу. И мы хотим предложить тебе попробовать себя в качестве, как правильно? Швеи. Швеи. Мы видели, что она красиво рисует. Мне кажется, будет очень интересна эта работа. Нам показалось, что это место может быть хорошим моментом в том, чтобы в том числе, даже если у тебя что-то здесь не понравится, не пойдет,
но приобрести новый навык в жизни, который уж точно лишним никогда не будет. Более того, по поводу оплаты, мы договорились, что оплата будет не когда ты там, когда-то совсем далеко после. Ну, месяц, как все обычно. Раньше. Нет, я просто говорю, Да. не как месяц. Не как месяц, хотя это нормальная история, но в данном случае, в твоей ситуации, это может быть раньше, то есть ты можешь себя попробовать. В любом случае получить оплату гарантированную за дни, которые, ну, получается у тебя, не получается, все равно денежки какие-то получишь. У нас 3 направления, да, бизнеса, скажем так. У нас маленькая сеть именно ремонтных мастерских, то, что делается там укорачивание, подгонка и все такое. У нас второе направление, максимально сильное, да, это индивидуальный пошив. И третье направление, это... Ты себе одежду здесь шить сама можешь, понимаешь? Конечно. Да, я знаю. Салон штор. Это оформление любое, там, дома, гостиницы. Анна себе тоже одежду шьет, вот джинсы себе сшила сама. Да. Немножко Это подырявились, хорошо. чуть-чуть. Максимально, насколько мы можем, мы тебя обучим. Если ты захочешь остаться с нами, я буду только за и на долгий-долгий срок. Но если вдруг, там, я думаю, что только по счастливым каким-то ситуациям надо будет отойти от работы, эти руки ты забираешь с собой, и это будет хлеб навеки с тобой. И вот цель вот такая. Ух ты. Вот смотри, это индивидуальный пошив. Это платье создано вообще изначально на едином экземпляре для одной прекрасной дамы, у которого дочка выходит замуж. Смотри, это костюм шьется, мужской костюм. Видишь, вот так создается вещь. Скоро появятся рукава, это уже сама увидишь, будет там воротник. Да, я такое. поняла. Попробуем за машинку сесть? Да, можно. Очень любопытно, что мы сейчас попали в такой прям цех, прям в производство, в мастерскую, где нужно делать руками, где такой интересный труд. И прямо сразу вот зашли, показали, посмотрели. Вот Кристина уже, когда сегодня просыпалась, вот точно не думала, что она раз будет садиться за машинку и уже приступать к пробе новой работы. Смотри, лапочку вот так спускаем. Давай выберем что-нибудь такое. 37. Нажимай на педальку. Вот педалька. Сейчас. Так, остановись. Первая строчка, которая была у нас, это уже цветы. Хорошее начало. Нравится? Да. Давай сердечки. Сердечки получилось. Я в такие моменты очень боюсь за пальцы. Мне кажется, что можно палец пришить. Но на самом деле это круто, что прямо сразу, без всякой, какого-то страха, боязни, без отторжения, Кристина сделала свою первую, как это сказать, первую строчку, да? Да. Итак, давай, вот как есть, сходу скажи, это интересное развитие в твоей жизни? Да. Круто. Все. Это самое драгоценное «да», которое я слышал за последнее время. Так, но на самом деле я считаю, что все, что здесь происходит, это элементарно просто. Если вы считаете, что это не так, то дайте мне какое-то задание. Самое главное сесть, самое главное. Ну-ка, посмотрите, посмотрите, пожалуйста. Вот какая работа. Берем пример. А есть что-нибудь, такое вот серьезное, я же сказал легко. Елена, вы не откладывайте далеко то, что делаете, я буду именно это и доделывать. Давай. Ой, не надо. Хорошо. Нет, Что значит, ой, не надо? Куртка, там, Adidas шьется у вас, да? Так, сел.
Здрасте, приехали. Вот сейчас бы мы Adidas сшили, да? Ладно, это что-то у вас плохо настроено тут, честно говоря. Недавно мне пришла фотка одна на телефон. И я, честно говоря, от фотки вот вообще не обрадовался. Показываю его вам. Как вы видите, даже на капоте у нас установлена камера, на которую мы снимали в этот момент. В этот момент нас щелкнула камера, которая считала скорость. Мы очень часто, много ездим. И бывает так, что дороги, по которым мы ездим, они не повторяются. В этом отношении теперь нам очень сильно будет помогать антирадар iBox Phantom. Он всегда покажет нам, где прячутся камеры. Автоураган. Видеоконтроль обочин. Ограничение 110. Мы сейчас едем по трассе. Вот на каждую камеру он реагирует, причем еще называет название этой камеры. Там ураган, азимут, еще какие-то. И говорит, откуда она бьет, спереди или в спину. Благодаря большой рупорной антенне, 2 усилителям слабых сигналов и собственной технологии Laser Vision, устройство своевременно оповещает вас об опасных участках дороги, где нужно быть особенно внимательным и снизить скорость. iBox Phantom можно обновить 3 способами. Через флешку, через приложение iBox Assist, а еще через Wi-Fi. Процесс обновления максимально прост и удобен. Вы можете сделать это даже находясь на парковке торгового центра. Взяли, вот просто подъехали, подловили Wi-Fi и обновили его. Приложение iBox Assist заслуживает отдельного внимания. Оно обеспечивает гибкость в управлении устройством. А еще через него можно получить цифровую гарантию на 3 года. Это значит, что вам больше не нужны бумажные чеки. Достаточно просто 1 раз зарегистрироваться, и она всегда будет доступна через личный кабинет. Выбирайте iBox Phantom для вашей безопасности на дорогах. А сейчас вы можете оформить предзаказ на iBox Phantom по ссылке и быть одним из первых, кто его получит. Еще и бонусы при оформлении. Поторопитесь, ссылка в описании. А я бы хотел с вами обсудить один очень важный момент про Кристину. Небольшой такой откровенный разговор с вами. Значит, наверное, первое такое основное, это про Кристину. Про девочку, про которую вы сейчас смотрите выпуск, про нашу героиню, так скажем. Устроиться Кристине на работу оказалось непростой задачей. Ее с трудом берут, как только она начинает общаться, по собеседованию начинает сразу теряться, волноваться, краснеть. И вот это волнение, оно очень сильно давит на нее, какая-то груз какой-то ответственности, и у нее просто не получается. В комментариях к последнему ролику многие люди писали, что ты поехала с вещами, и это, мол, ты поехала не устраиваться на работу, а что-то еще. Скажи просто, это так? Зрителям, не мне, это так? Или ты все-таки там поехала устраиваться на работу? И объясни, да почему ты была с вещами? Я устроилась на работу, пыталась. Швеей. А, тоже швеей? Да. Но здесь то, что я популярна в Ютубе, меня узнали и просили быстро собрать манатки. Я вступлюсь немножко и скажу, это действительно правда. Кристина действительно поехала на работу. Почему с вещами? Потому что там общежитие, там проживание, да. Собрала свои вещи, поехала туда. Там не понравилось, на том месте работы, не понравилось, что Кристина где-то снимается. И, в общем, ее попросили, собственно говоря, на выход. В тот момент мы и подъехали. Кристина – это человек, которого очень сильно потрепала жизнь. Ну, прямо очень сильно вообще в принципе. Ей действительно было непросто в начале, когда мы с ней начали снимать. Сначала она очень сильно воодушевилась, у нее эмоции просто лились через край. Потом она поняла, что реальность, она не всегда это там самолеты, перелеты, там какие-то яркие эмоции, что реальность это в том числе устройство себя по жизни. Мы пытались ей это все время доносить, говорить, рассказывать, объяснять. И это тоже произошло непросто. Ей, как и любому человеку, нужна просто поддержка. Это всегда очень важно. После последнего ролика про нее у нас на канале мы видели в комментариях, что резко изменилось какое-то к ней отношение в худшую сторону. И я думаю, что причиной всему этому во многом стала некая, может быть, ее необдуманность в скрытии каких-то очевидных вещей. Вместо того, чтобы либо сказать четко, что я там не хочу говорить это личное, либо честно ответить на какую-то ситуацию, она стала немножко завираться. Завираться не со злобой, это была такая ложь во спасение. Зрители, вы, конечно же, это увидели, почувствовали, и вот началась эта история. В комментариях к последнему ролику многие люди писали,
цитирую примерно дословно. У нее появился ухажер, у нее появился кто-то хахаль, она ездила к нему и так далее. Я задам тебе безобидный вопрос. Значит, с того момента, как ты переехала сюда, в новое место, в новую локацию, да, там, из того места, где ты жила сейчас, у тебя появился молодой человек? На данный момент я пока что не могу вам сказать. Это выглядит, как будто ты скрываешь что-то, а для зрителей это равно обман. Они это могут так воспринять, а ты это скрываешь, ну, по каким-то просто своим каким-то причинам. И порой, не договаривая что-то и думая, что это, типа, сейчас будет тайна, ты можешь людей, которые смотрят, настроить таким образом, что они начинают подозревать, что ты, ну, недостаточно честна и открыта. Мне очень неловко все эти темы поднимать, как будто я начинаю копаться в каком-то личном моменте. Единственная причина, почему мы задали ряд этих вопросов, просто развеять какие-то склоки, сплетни вокруг тебя, что ты там, я не знаю, всемирный заговор какой-то устраиваешь. То, что у тебя есть какая-то твоя личная жизнь, это наоборот здорово. Ну, в моем понимании, это еще один из плюсов классных, еще один из моментов улучшения, понимаешь? Когда у тебя появляются вокруг друзья, там, близкие люди новые, да, по жизни. Это значит, твоя жизнь начинает развиваться, пускать какие-то вот какие-то... Ну, круто. С этим мы тебя все поздравляем. Я думаю, что не стоит за небольшую такую провинность спускать собак на беззащитную девочку. Она уж точно достойна большего, и она и так не очень сильная. Она же читает комментарии, она прям вот читает, и ее это очень сильно ранит, если что-то не очень хорошее. Поэтому поддержите ее, пожалуйста, как вы это умеете. А мы можем прямо сейчас, вот не какой-то там тест-строчку, а вот прям вот, ну, какой-то начать обучение. Вот как вот представим, что сейчас начался Кристины рабочий день. Прямо сейчас, вот с этого времени. Вот я предлагаю вот эти вот рукава дошить сразу. Все такие, нет. Смотри, клиент просит укоротить брюки на 5 сантиметров, да, возьмем готовых. Вам, наверное, любопытно узнать, каким образом складываются моменты в наших роликах, как мы узнали про это место, как мы вообще договорились и законтачили. Все достаточно просто. Во время своей стройки я зарос не только бородой, но и еще огромным количеством разных контактов. И один из этих контактов – это Анна, ее швейное производство и вот эти вот шторы, которые за моей спиной. Это все ее рук дело. Причем шторы разные, цвета разные, фасоны разные, материал разный и размеры разные. Она сама приезжала сюда на замеры, сама все делала. И вот здесь, пообщавшись, мы как раз и придумали о том, что почему бы Кристину не отправить, ну так скажем, на пробу, да, попробовать на работу к Анне туда. К слову, нахожусь я сейчас в одном из домиков и могу вам сказать, что мы-то уже открылись. Место называется Трофимов берег. У меня фамилия Трофимов, кто не знал, теперь знаете. А берег, потому что здесь на берегу реки, ну как-то так и получилось. Сюда уже приезжают первые гости, место уже работает. Вот такая вот вам интересная информация. И скоро будет ролик финальный, самый вообще вот все, финал, про стройку. Что в итоге получилось, кому интересно, кто следит, увидите. Так, давай вот эту линию сама выводи. Так, давай на тебя оденем красивый браслет. Ух ты, вот это все. Теперь смотри, отсюда надо чертить 4. Казалось бы, такая вот мелочь вначале, да, мылом линию начертить. Но с этой линии, да, прям вот начало какой-то профессии сейчас начинается. Вот это, потом вот это. Да. Нет, сюда не надо. Да. Главное, Кристин, помнишь правило? 7 раз отмерь и 1 раз отрежь, не наоборот. Я боюсь за этого человека. Вдруг ему будет слишком коротко. Где ежик? Подожди, не спеши. Потом берем вот так. Материалы бывают разные, и максимально было правильно наша с тобой работа.
Раз. Предупреждать надо в такие моменты. Открываем штанину. Вставляем, смотри, лапку. Можете немножко подсказать? Мне сейчас Нет, нажимать, да? продолжаем до конца. Чисто продолжать? Да. Это вот тут мне надо туда-сюда, да? Да, только так. Чтобы узнать. Сейчас в жизни, в истории Кристины происходит, по сути, некий поворотный момент. Ведь впервые мы наблюдаем ее за работой. Мы только сейчас для себя поняли, что все время, что мы снимали ее, ну, такая была некая праздность, да, какое-то обустройство по жизни. Сейчас начался такой уже, ну, правильный, серьезный труд. Первая работа при нас. И это очень важно для нее. Важно, как она себя проявит. Важно, как она, сможет ли она там закрепиться или нет. Сможет ли она там себя реализовать. Не знаю, мне очень хочется, чтобы вы в комментариях написали просто ваше мнение. Подходит ли это место, куда она устроилась, ей? И справится ли она с этим? Сможет ли она спустя уже более солидный срок показать там себя, проявить там себя и остаться как ценный сотрудник? Все, я закончила. Это, конечно, была шутка, это не клиентские брюки. Это чьи были? Это, скажем так, тестовые. На них можно оторваться. То есть можно их укорачивать до бесконечности, да? Да. До шорт, да. Самых коротких. Конечно, тут строчка, да? Но я думаю, что мы их сохраним на время. И спустя какое-то время вернемся к этим брюкам и уже будем смеяться, как это было. Вот. Как вы считаете, какой временной отрезок должен пройти для того, чтобы можно было судить про какие-то первые результаты? Ну, 2 недели. За 2 недели, то есть, уже можно будет увидеть, ну, такого начинающего специалиста, да, какого-то с каким-то навыком. 2 недели. Она познакомится с каждой техникой. Каждая техника – это отдельная песня, да? Надо понять, почувствовать. Может, какая-то техника у нее уже будет прям такая любимая. На каком-то будет сложно, но потом будет возможно все, да? Это очень индивидуально, но я думаю, что плюс-минус примерно где-то дней 10. Ну, я вижу, что загорелась чуть-чуть. Итак, твой вердикт. Остаешься? Да. Класс. Ну, честно, волнения были, потому что мы боялись, что где-то мы не попадем, и ты скажешь, не хочу, не мое, не еще что-то. Хотя, казалось бы... Можно сказать, мои желания исполнились немного. Ну, хорошо. Мы сейчас будем тогда думать, что с жильем здесь поблизости. Уже вариант у нас, намет есть. Пока что это гостиница, такая экстренная мера. Вот, чтобы ты уже осталась, чтобы ты прямо не откладывай, чтобы ты уже завтра начала здесь. Да, я поняла. Ну, собственно говоря, все. Тогда начинаем прямо сейчас идти вот в такой вот интересный новый твой путь. А мы за этим со стороны чуть-чуть понаблюдаем все же, как это будет происходить. Ну и вроде ее уже приняли хорошо, да? Хочется посмотреть спустя длинный срок, длительный какой-то. Ну, у нас, мне кажется, даже больше, там пару месяцев нужно посмотреть. У нас есть все на это возможности, если у вас не будет тормозить YouTube. Про это, наверное, тоже хочется сказать. Ну, скажу так, когда впервые в своей жизни я узнал новость, что YouTube у нас все, это было сколько, пару лет назад, да, условно, я тогда прям вообще ночью не спал. Потом, спустя год, еще раз эта новость как бы появилась, и я тоже сильно депрессовал. Ну, вам, может быть, трудно это понять, мое состояние, там, наше состояние, потому что мы здесь, вот для нас это наша, ну, как бы наша жизнь, так скажем, да. С другой стороны, ситуация для нас максимально понятная. Пока эта площадка работает, функционирует, мы здесь. И если вдруг случится так, что она не будет функционировать, либо прям замедлит до пределов, то мы просто, ну, мы посмотрим, куда идти. Куда пойдут, наверное, все, туда пойдем и мы. То есть, ну, как бы мы не будем изобретать велосипед, будем просто, ну, идти с теми, может быть, с тем мы там дружим, общаемся каналами, какой-то общей группой, да, куда-то и приткнемся. Наверное, так оно и будет. В любом случае, вы нас точно не потеряете, потому что мы такие одни. И, ну уж, самая-самая точная информация про нас есть в Телеграме. Вот там всегда самые свежие новости, там вот прям за нами можно следить, и там все анонсы, там все какие-то вот закадровые истории.
Поэтому, ну, Telegram где-то здесь появился, в описании он тоже есть. Не поленитесь, подпишитесь туда, чтобы просто быть там и знать вообще, что с нами происходит. Перенервничал я во все эти другие кризисы. Сейчас, ну, как будет, так будет, на самом деле. Вот просто будем продолжать делать свое дело. Как вот мы делаем, так и будем просто снимать. Да, просмотры будут меньше, да, как будто возможностей должно быть меньше. Но мы все равно сделаем так, что все будет клево. Прошло 5 дней с того момента, как Кристина заступила на новую для себя должность, на новую работу. И сейчас мы приехали сюда еще раз, так скажем, такой маленький первый срез провести, вообще просто понять, что там получается, не получается, как что. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне нравится, что, появившись, мы увидели картину работы. Ой! Привет. Ну как оно? Привет. Привет. Нормально. Так, что это ты делаешь такое? Это уже второе задание. Ага. Показывай. Показывай. А, вот это? Штора это такая. Ты сшила просто сюда себе. А что ты с этим сделала? В смысле, вот это пришила все? Все. Да, это креатив, творческий немножко. Прошло время. Кристина работает. Есть хорошие положительные результаты? Или вы ожидали лучшего? Вот просто вот как есть. Самое главное, что она очень старается. И это ей нравится. Конечно, по времени понадобится больше, нежели я думала, для того, чтобы добиться какого-то результата. Потенциал Да. есть 100%, Да, да? потенциал есть. Мне кажется, она примет эту профессию как постоянную. Для нее, как я понимаю, это именно то, что надо. В ней есть творческий потенциал. Она творческий человек, и это видно. Да, но нет такой опасности, что пройдет чуть-чуть времени еще, но ей немножко приестся, вот, ну, разочарование какое придет. Как вы считаете? Мне интересно заглянуть чуть в будущее, скажем так, вот через призму вашего восприятия ситуации, а потом посмотреть, как получилось или нет. Я думаю, если она действительно поймет суть этой профессии, ей невозможно в этой профессии разочароваться или вот именно приесться, да, потому что всегда надо к чему-то учиться. И первый день я ей об этом сказала. Это та профессия, которой надо учиться всегда. У нее, по крайней мере, любовь есть. И если это будет продолжительно, ну, вряд ли ей станет скучно. Интересует такой момент по поводу ее зарплаты. Я не буду спрашивать конкретные цифры, может быть, это некорректно сейчас. Ее зарплата способна ли перекрыть аренду жилья здесь, в этом, ну, так скажем, районе, чтобы еще оставалось на какую-то там вот жизнь, покушать что-то, ну, на себя? Я думаю, что да, но это от нее тоже зависит. Наша задача здесь, в этой истории, нам хочется, чтобы она, Кристина, смогла пойти в свое свободное плавание, чтобы у нее появилась возможность жить самостоятельно без нас. Не потому, что нам жалко, нам просто хочется отойти от этого как можно скорее, чтобы как можно скорее у нее получилась возможность самой себя обеспечивать. Это самая крутая будет штука во всей истории, потому что эта история — это реальная жизнь человека. Вот такой вот как бы путь, который она проделывает сейчас вот в своем возрасте, в своей ситуации. О, ты послушаешь? Мне не дальше поучить, Ань. Что дальше? Погладь. Сейчас подойду. А вы с Кристиной подружились уже? Да, Понятно. Все. Это хорошо. Мы видим прямо на лицо результат некой вовлеченности и вливания в коллектив. Это круто. Да. История с Кристиной – это некий показатель того, что не все так просто в жизни происходит. Показатель того, что иногда можно оказаться вообще очень низко
и оттуда трудно выбираться. Но все возможно, и здорово, что вы и мы все следим за этой историей. История человека, который пытается, который карабкается, у которого с трудом, но что-то получается. Эта история, не знаю, мне кажется, отчасти даже про каждого из нас. И очень здорово и круто, когда вы поддерживаете людей, про которых мы снимаем. Мы в любом случае к этой истории скоро вернемся, мы покажем вам, что произошло у нее на работе, что складывается у нее в жизни, смогла ли она вот это вот уцепиться за эту возможность, так скажем, да, поймать рыбку на удочку. А пока что мы с вами прощаемся. До следующего ролика. Скоро он уже выйдет, поэтому всем приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нас в Телеграме. Всем пока. Че, старый стал? Слушай, ты болит, капец. Очень сильно болит. Зрители еще не знают, что такое со мной произошло. Сейчас опять какое-то обострение. Об этом скоро узнаете тоже. Садись на кружку. Давай сейчас. Блин, лечь больно просто руки. Руку ты вот так себе прижми. Легче становится? Прям вот становится. Воду надо? Не допустим. Блин, все, у тебя не так плохо, как вы думаете. Да нет, выглядишь ты не очень хорошо.